Добро пожаловать в Тибет! Труднодоступный район с великолепной природой и древней культурой, расположенный на юго-западе Китая, на высочайшем на земном шаре Тибетском Нагорье. Традиционно регион известен под названием Тибет, но с недавнего времени он получил название Сидзан. Всем гостям обязательно дарят белый шарф – хадак. Это приветствие со знаком глубокого уважения и дружбы. Белый цвет символизирует чистоту помыслов и благие пожелания. Начнем наше путешествие по Тибету с его главной достопримечательности – знаменитого дворцово-храмового комплекса Паттала, который оставался запретным и таинственным на протяжении сотен лет. Мы едем по одной из главных улиц города Лхаса, и слева видим главный вход во дворец. Площадь у подножия дворца популярна у туристов. Здесь принято фотографироваться в традиционных нарядах, а в теплое время года на ней работают поющие фонтаны. Перемещаемся во дворец Паттала. Мы зашли через главный вход. Слева вы видите аутентичные древние колонны, сделанные из древесины. Это самый высокогорный дворец в мире. Он находится на высоте 3700 метров над уровнем моря. Паттала начал строиться в 1645 году. Его название заимствованное из санскрита, а на тибетском оно обозначает «мистическая гора». Храмовый комплекс Паттала имеет две главные составляющие – белый и красный дворцы. Белый был построен за 3 года, и туда сразу переехали Далай-лама и его правительство. Это административное здание, символ государственной власти. А Красный дворец считался символом духовной власти, где Далай-лама совершал религиозные ритуалы. В 1959 году Далай-лама XIV покинул Тибет, и сегодня Паттала является музеем. В 13-этажном дворце площадью более 13 гектаров расположено около 1000 комнат. В залах выставлены драгоценности и реликвии, пространственные мандалы для созерцания, поминальные ступы, ритуальные предметы. На стенах сложная система росписи. Вести съемку во внутренних помещениях категорически запрещено, так что мы можем полюбоваться дворцом только со стороны. Теперь мы направляемся в буддийский храм и монастырь Джоканг. Вместе с общим комплексом храмов в Лхасе он является охраняемым объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это важнейший центр буддийского паломничества. Верующие совершают здесь так называемую малую кору – ритуальный обход святыни по часовой стрелке. Мы даже видим отмеченную дорожку. А вдалеке над городом возвышается дворец Паттала. Джоканг был основан в 639 году. Храмовый комплекс продолжал расти, а сейчас его площадь составляет 25 тысяч квадратных метров. В 4 километрах к западу от Джоканга находится летняя резиденция Далай-ламы Нарбулинка. Мы отправимся туда на вертолете, не столько ради скорости, сколько для того, чтобы взглянуть на Лхасу с высоты. В переводе с тибетского Нарбулинка означает «драгоценный парк». Это самый высокогорный искусственный парк в мире и самый большой в Тибете. Раньше в дворцовом комплексе Далай-лам проходили важные встречи и останавливались высокопоставленные гости. Сейчас это туристическая достопримечательность и музей. Благодаря большому количеству деревьев и зелени здесь много кислорода, поэтому это также популярное место для прогулок.
Но нам пора дальше, и мы летим к высокогорному озеру Ямдрок-Юмцо. Озеро Ямдрок-Юмцо расположено на высоте 4488 метров. Это одно из 4 наиболее почитаемых озер Тибета, вокруг которого паломники совершают кору. Тибетцы считают озеро талисманом своей земли. По преданию, когда его воды высохнут, Тибет станет необитаем. На прекрасно обустроенных смотровых площадках можно сделать памятные фотографии и даже спеть в караоке. Озеро Юмцо – одно из 3 крупнейших озер региона. Его длина составляет более 72 километров. Озеро питается многочисленными ручьями. Его цвет постоянно меняется. Считается, что невозможно увидеть один оттенок дважды. А зимой это пресноводное озеро замерзает. На берегах озера туристы могут сфотографироваться со знаменитыми тибетскими яками и полюбоваться на его чистые воды уже вблизи. Название озера в переводе с тибетского языка означает «нефритовое». Давайте снова окинем взором эту блестящую гладь на фоне ярко-синего неба. Мы направляемся к другому тибетскому озеру – Намцо или Небесному. Оно лежит в 220 километрах к северу от Лхасы на высоте 4780 метров. Это самое высокогорное соленое озеро в мире. И еще одно место паломничества, куда приходят буддисты со всего мира, чтобы совершить вокруг него ритуальное шествие. На берегу озера красуются 2 высокие скалы. Для паломников они – олицетворение Идама Чакрасамвары с супругой Ваджараварахи. Проходя между скалами, паломники укрепляют свою связь с медитативными божествами и вспоминают данные обеты. Озеро тянется на 70 километров. Ширина его составляет 30 километров. С юга высится хребет Тангла, отдельные пики которого превышают 7000 метров. Яки выдерживают трудности высокогорной жизни на озере Намцо лучше, чем другие животные. Местные жители, приводя их сюда, разрешают туристам покататься за небольшую плату. Ну а теперь давайте переместимся на запад. Мы пролетаем область слияния 2 рек – Брахмапутры и Ньянгчу. По берегам Брахмапутры есть песчаные дюны. Брахмапутра, которая в Тибете называется Ярлунг-Цангпо, делает огромную петлю вокруг горы Намча-Барва, прорезая один из самых глубоких каньонов в мире. Его вы увидите на следующих кадрах. Отсюда туристы могут подняться на воздушном шаре. А если остаться на земле, можно воспользоваться экологическими тропами, любоваться красотами со смотровых площадок и отдыхать в необычных палаточных отелях. Перед нами открывается захватывающий вид – Большой каньон Ярлунг-Цангпо. Он лежит между 2 семитысячниками – Гьялла-Пери и Намча-Барва. Средняя глубина каньона составляет 2268 метров, а максимальная – 6009 метров. На склонах для туристов есть эко-отели и смотровые площадки.
Но не стоит забывать, что это крайне высокогорный регион, и большинство людей испытывают кислородное голодание. Однако во всех автобусах имеется запас кислорода, а на всех смотровых площадках продаются персональные баллончики и подушки с кислородом. Еще одна достопримечательность этих мест – высокогорный поселок Луланг, долина царя драконов. Он находится на отметке 3700 метров над уровнем моря, и отсюда открывается лучший вид на Намча-Барва. Это образцовое туристическое направление, получившее неофициальное звание Тибетской Швейцарии. Одним из знаковых блюд этого региона является куриный суп, который готовится в горшках, сделанных из цельного куска камня прямо у вас на столе. Рекомендуем попробовать. Мы летим к водопаду Кадзингоу, живописно расположенному в скалистом ущелье. Он падает с высоты 200 метров и связан с бассейном реки Ньянгчу. Этот район в восточной части Тибета называют тибетским изумрудом. Здесь густая растительность и влажный климат, а средняя высота составляет 3000 метров. Переносимся на берега озера Басунцо, где расположились две деревни, которые не утратили традиционную планировку и архитектурный стиль жилых помещений. Некоторым домам уже более 400 лет, а местные жители хранят обычаи, культуру и местные верования. Здесь туристы могут познакомиться с историческим наследием, увидеть старинные ритуальные танцы. Главная достопримечательность этих мест – яркое и живописное озеро Басунцо. Оно имеет удивительную форму растущей луны. Его глубина достигает 120 метров, а находится оно на высоте 3480 метров. Это самый низкий показатель для озер Тибетского горного массива. Видите впереди небольшой остров? Сюда можно добраться по мосткам, соединяющим остров с Большой землей. В окружении буйной растительности спрятан старинный монастырь, известный центр тибетского буддизма. Его название переводится как «Озерный замок». Монастырь был построен более 1500 лет назад и занимает площадь более 2 квадратных километров. Он славится своими чудесами. Сюда идут паломники с просьбами о деторождении и избавлении от болезней. Перед нами молитвенные колеса Мани. Один оборот колеса равен множественному прочтению мантры, написанной на нем, энергия которой, распространяясь по пространству, оказывает сильное благотворное действие. Разноцветные молитвенные флажки встречаются в Тибете повсеместно. Прямоугольные куски ткани протянуты между холмами и деревьями. Каждый цвет символизирует одну из стихий. Землю – желтый, воду – зеленый, огонь – красный,
воздух белый и небо синий. И на этом мы прощаемся с этой удивительной землей, краем нетронутой природы и глубочайшего уважения к высшим силам.